Доброго времени суток! С вами Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня приготовим торт тирамису в низкокалорийной и низкоуглеводной вариации. Это один из самых нежных и вкусных тортов. Нас ожидает влажный кофейный бисквит, скрытый под воздушным облаком крема. Таким тортом легко наесться и получить удовольствие от десерта без вреда для здоровья и фигуры. К тому же этот торт готовится довольно просто. Процесс приготовления будет состоять из 4 основных этапов. Приготовление бисквитной основы, приготовление крема, сборка и украшение торта. Постараюсь все подробно рассказать и показать. Если возникают какие-либо вопросы, которые не освещены в видео, задавайте их в комментариях. Давайте приступим. Начнем с приготовления бисквитной основы для торта. Сразу же поставим духовку разогреваться до 180 градусов Цельсия. Теперь объединим сухие компоненты. Высыпаем предварительно просеянную через сито овсяную муку, затем миндальную, разрыхлитель, подсластитель по вкусу. Здесь я добавляю пару грамм необъемного интенсивного подсластителя Фитпарад номер 7, который в 5 раз слаще сахара. Объемный же подсластитель эритрит мне понадобится при взбивании белков. Затем по желанию всыпаем ванилин или ваниль по вкусу. Перемешиваем до однородности. Здесь можно попробовать использовать разные виды муки. Я пробовала отдельно цельнозерновую пшеничную, потом миндальную и еще овсяную. Больше всего мне понравилось именно сочетание миндальной и овсяной муки, а не эти виды муки по отдельности. Если вы используете какую-то другую муку, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Какую использовали и как вам результат. Я и другие заинтересованные зрители будем вам благодарны. Далее нам нужно отделить белки от желтков. Мне проще всего разбить яйца в миску и аккуратно руками достать желтки. Желтки сразу же перекладываем в отдельную миску. Теперь займемся взбиванием белков. Для легкости взбивания добавим щепотку соли. Высыпаем объемный подсластитель эритрит. Эритрит поможет усилить стабилизацию белков и получить более пышный бисквит. Взбиваем на средней скорости, постепенно увеличивая обороты. Напоминаю, что миска и венчик должны быть сухими, обезжиренными, то есть на них не должно попасть частичек желтка и других следов жира. Взбиваем несколько минут до появления вот таких устойчивых пиков. Чтобы узнать, достаточно ли взбиты белки, просто переверните миску. Если масса остается на своем месте и не скользит по стенкам, значит готово. Теперь взбиваем желтки. Можно сразу на высокой скорости. Взбиваем желтки до небольшого побеления. Затем добавляем желтки к белкам и аккуратно перемешиваем массу. Для этого рекомендую использовать силиконовую лопатку. Она не повреждает воздушную структуру белка и к тому же идеально собирает остатки со стенок. Чтобы не нарушить структуру белка, мешать нужно всегда в одном направлении, снизу вверх. Теперь небольшими порциями подмешиваем сухую смесь. Я разделила мучную смесь на 4 части. Каждую порцию перемешиваем до однородности. В итоге получается вот такое воздушное тесто. Вы можете переложить массу в кондитерский мешок и отсадить на противень печенья савоярди. Особенно удобно делать из него десерты в стаканчике. Но проще и быстрее, на мой взгляд, сделать торт из цельных бисквитов, а не из печенья савоярди. Чем сейчас и займемся. Застелила противень тефлоновым ковриком. Сверху ставлю 2 металлических кольца для запекания диаметром 16 см. Кольца плотно прилегают к коврику, и налитая масса из них не вытечет. Тефлоновый коврик практически исключает прилипание бисквита, и я его ничем не смазываю. Если не уверены в качестве своего покрытия, смажьте дно маслом. Делим тесто на 2 части. Распределяем по формам и по возможности разравниваем. Если у вас одна форма, лучше замешивать тесто за 2 раза, чтобы белки, пока вы выпекаете первый корж, не опали. В конце аккуратно постучим. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до готовности, в среднем около 15-17 минут. У меня прошло 16 минут. Достаю бисквиты из духовки и даю им остыть. Бисквиты остыли. Аккуратно ножиком прохожусь по стенкам формы и достаю коржи. Они получились очень легкие и воздушные. Высота каждого около 2,5 см. Я разрежу каждый бисквит на 2 части.
В итоге у меня получится 4 коржа. Для пропитки коржей сварила крепкий молотый кофе и процедила его через сито. Также можете использовать и растворимый кофе. Именно кофейные нотки вызывают у торта ассоциации с тирамису. Не забудьте подсластить кофе по своему вкусу. Если у вас недостаточно сладкий корж, это можно исправить, сделав кофе послаще. Теперь займемся приготовлением крема. Можно использовать, как и в классическом варианте торта тирамису, сливочный сыр маскарпоне. Я же возьму сывороточный сыр рикотта, калорийность которого практически в 3 раза меньше, чем у маскарпоне. Пробьем рикотту блендером до вот такого однородного кремообразного состояния. Для получения максимально нежной текстуры крема сделаем заварной крем без яиц на основе молока и крахмала. Для этого выливаем в сотейник молоко, высыпаем крахмал и подсластитель. В данном случае можно использовать любой подсластитель. Особой разницы в текстуре крема не будет. Но мне по вкусу больше нравится сочетание объемного подсластителя эритрита и интенсивного необъемного фитпарада номер 7. Отправляем массу на небольшой огонь нагреваться. Постоянно мешаем, чтобы масса не пригорела, а крахмал полностью растворился и начал работать. Постепенно доводим массу до загустения, примерно до вот такого состояния густой сгущенки. Не передержите массу, иначе она может загустеть до состояния густого комка. Снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры. Далее объединяем заварной крем с рикоттой и перемешиваем до однородности. Получился вот такой необыкновенно нежный крем. Такое количество крема рассчитано на покрытие 4 коржей и на верхнее украшение пирамидками из крема. Теперь отделяю около 1/3 или около 300 грамм крема для декора и помещаю его в небольшой кондитерский мешок. Все остальное количество определяю в мешок побольше. Теперь можно начать сборку торта. Сразу же поставьте торт на тарелку или подложку, на которой планируете подавать торт. Торт получится очень нежный, и потом переложить его на другую поверхность будет уже проблематично. Выложила на дно кольца корж. Высота моего кольца 10 см, диаметр 16 см. Стенки кольца проложила ацетатной пленкой и скрепила скрепками. Пленка поможет собрать максимально ровный торт и легко извлечь его из кольца. Хорошенько пропитываю корж кофе. С моей толщиной коржей хватает вылить по 1 чайной ложке в каждое сухое место. Затем высаживаю около 1/4 крема. Разравниваю его силиконовой лопаткой. Сверху укладываю второй корж. Тщательно приминаю, как бы немного утапливая в креме. А затем снова пропитка и крем. Также поступаю со всеми оставшимися коржами. Верхний корж, если планируете украшать его пирамидками, можно покрыть чисто символически тонким слоем крема. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник для стабилизации хотя бы на 3-4 часа, а лучше на ночь. У меня прошло 4 часа, достаю торт из холодильника. Освобождаю его от пищевой пленки, кольца и ацетатной пленки. Разравниваю крем на боках и на верхушке. И отсаживаю кремовые пирамидки. Крем полежал в холодильнике и стал более стабильным. Если у вас получаются не очень красивые пирамидки, ничего страшного. Сверху мы будем посыпать торт какао, и это прилично скроет огрехи в декоре. Но если вам важно прям идеальное украшение, можно собрать крем и отсаживать пирамидки повторно до получения нужного результата. Через мелкое сито посыпаем торт какао. Теперь торт полностью готов. Давайте его разрежем. Это один из самых нежных тортов. И вот такая красота ждет нас в разрезе. Выглядит тирамису очень красиво и аппетитно. На вкус это сама нежность, влажный кофейный бисквит, скрытый под воздушным облаком крема. К тому же торт очень сытный и низкокалорийный. Надеюсь, всем любителям тирамису и полезных десертов понравится этот рецепт. И если это так, оставляйте комментарии, готовьте повторно, делитесь видео с друзьями, ставьте отметки «Нравится» и подписывайтесь на канал. Спасибо, что досмотрели видео до конца. На этом у меня сегодня все. Желаю всем приятного чаепития, здоровья и красоты. До новых вкусных рецептов!